Всем привет, Самитори-чан! Недавно в Японии было довольно большое землетрясение, и поэтому меня многие спрашивали, все ли у нас хорошо, а также не боимся ли мы большого землетрясения, которое все обещают. И поэтому сегодня я хочу рассказать некоторые важные факты, которые нужно знать об этом большом землетрясении, к которому готовится Япония сейчас, а также как можно себя обезопасить, если вы живете в Японии или путешествуете по этой стране. Для начала у нас лично все хорошо, большое спасибо всем, кто беспокоился. Мы сейчас находимся в городе Фукуока. Это город, который находится на острове Кюсю, один из самых южных островов Японии. И недавнее землетрясение было на этом же острове, но в префектуре Миязаки. Чтобы вы лучше понимали, на каком расстоянии находится Фукуока и Миязаки, остров Кюсю немного меньше размером, чем Швейцария. Поэтому, к счастью, в Фукуоке очень слабо чувствовалось то землетрясение, которое было в Миязаки, хоть это один остров. И в Миязаки землетрясение было магнитудой 7.1, и сила землетрясения была слабая 6. Это такая система, как в Японии оценивают силу землетрясения. Есть два параметра: магнитуда и сила землетрясения, шиндо на японском языке. И магнитуда звучит страшнее, потому что обычно там больше цифры, и часто люди, кто не разбирается, говорит сразу самую большую цифру, что в Японии землетрясение 9 баллов, но нет. В Японии есть магнитуда и сила землетрясения. И именно сила землетрясения — это то, что влияет на людей. Очень простыми словами, магнитуда — это количество энергии, которое выпускается при толчке землетрясения. А сила землетрясения — это то, насколько мы ощущаем землетрясение здесь на поверхности. И не всегда бывает такое, что если большая магнитуда, то землетрясение было тоже большое и разрушительное, потому что магнитуда обычно измеряется в эпицентре землетрясения, а эпицентр землетрясения, то есть толчок, бывает близко к поверхности, из-за чего землетрясение бывает сильное и разрушительное, а бывает глубже где-то в земле или даже в океане, и поэтому оно слабее ощущается на поверхности, даже если магнитуда была большая. Поэтому, если вы слышите просто цифры непонятные о том, что в Японии землетрясение 7 баллов, и не говорится, это магнитуда или это сила землетрясения, то это подозрительные новости, скорее всего, которые просто пытаются заработать просмотры на том, что в Японии что-то произошло. Обычно по японским новостям всегда уточняется, это магнитуда или это сила землетрясения шиндо. И нас, обычных людей, больше касается именно сила землетрясения шиндо. И недавно в Миязаки было землетрясение магнитудой 7.1, и при этом сила землетрясения была 6 слабая. В Японии есть 7-уровневая шкала, по которой измеряют силу землетрясения. Землетрясение силой 0 баллов люди не могут ощутить. И в Японии каждый день происходят сотни землетрясений 0 баллов, которые просто мы не замечаем. Землетрясение силы 1 балл, скорее всего, вы тоже не заметите. При этом землетрясение силой 2 балла вы можете заметить, а можете и не заметить. 3 балла вы, скорее всего, уже ощутите, может лампа двигаться или вода в стакане. Допустим, вот недавно, когда было землетрясение в Миязаки, и там оно было 6, слабое, в Фукуоке оно было 3, и даже где-то в отдаленных районах Фукуоки 4, в нашем районе оно было 3. Я тогда по улице гуляла, как раз проводила тур для туристов, кто приехал к нам в город, и мы даже не ощутили это землетрясение, 3 балла. Землетрясение силой 4 балла уже более видно невооруженным глазом, лампа сильнее двигается, шторы могут двигаться и даже упасть что-то, если оно стояло криво где-то. Но вот землетрясение 5 баллов — это уже ощутимое землетрясение, даже если вы просто стоите, вы захотите взяться за что-то, чтобы вам было легче стоять, хоть это еще и не что-то, что вас свалит с ног, скажем так. Самое сильное землетрясение, которое я лично на своем опыте в Японии ощутила, было 5 слабое. И я тогда была на улице, и честно скажу, на улице оно очень слабо ощущается. Я не заметила, чтобы двигался пол подо мной. Если вы в поезде или в машине, вы тоже, скорее всего, даже 5 слабое можете не заметить. Хотя, конечно, от ситуации зависит, но я визуально видела, как будто прогибался мост
когда было это землетрясение, это было лет 12 назад. При этом землетрясение 5 сильное уже намного сильнее ощущается, вам будет трудно идти, вы за что-то захотите схватиться, вещи могут повыпадать с полок, посуда поразбиваться. Землетрясение 6 слабое, как было недавно в Миязаки, уже может даже перевернуть мебель, могут попадать шкафы, если они не прикреплены к стенам, и даже могут быть трещины в домах. Землетрясение 6 сильное, это большой ущерб домам, дома могут разваливаться, перекашиваться, стекла биться, также трещины в дорогах и обвалы в горах, самое опасное. И при землетрясении силой 7 баллов старые деревянные дома могут разрушиться, и даже старые бетонные дома могут подкоситься или разрушиться. Я понимаю, что для людей, которые никогда не сталкивались с землетрясениями, это звучит все очень страшно, но когда много лет живешь в Японии, начинаешь больше бояться людей, чем природы, потому что к природе и к катаклизмам можно подготовиться, и если ты знаешь информацию, которую я сегодня в видео рассказываю, то это обезопасить может как-то. Я бы даже с уверенностью сказала, что японцы спокойно воспринимают землетрясения, которые слабее 6 баллов, то есть даже 5 сильное в Японии не считается чем-то ужасно страшным, потому что даже старые традиционные деревянные японские дома в большинстве случаев могут выстоять. И не так давно в Японии было еще одно довольно большое землетрясение в префектуре Ишикава 1 января этого года, и тогда то землетрясение было даже больше, чем сейчас в Миязаки. В Ишикава землетрясение было 7.6 магнитудой, и сила землетрясения была 7 баллов. И когда землетрясение 7 баллов, разрушение намного больше, именно поэтому сейчас до сих пор, уже прошло более чем полгода, до сих пор ведутся восстановительные работы в том городе, и было довольно много жертв. При этом в Миязаки я не смогла найти информацию на данный момент о погибших людях. Есть 16 пострадавших, но вроде как на данный момент ни одного погибшего человека в Миязаки нет. Но именно сейчас многие новости начали говорить о каком-то огромном землетрясении, которое ждет Японию. И сейчас я объясню почему. Не все сильные землетрясения — это знак, что в Японии будет большое разрушительное землетрясение, и тем более большое землетрясение в Японии будет не потому, что какая-то там бабка предсказала. Сегодня бабка Вика вам расскажет только научные факты. Думаю, все учили в школе, что кора Земли состоит из тектонических плит, которые постоянно двигаются, и Японии не повезло, что она была образована на стыке 4 плит. Хочу заметить, что не только Япония, есть такая вещь, как Ring of Fire, огненное кольцо тихоокеанское. Это разломы плит, на которых лежат многие континенты, и поэтому часть Америки, Новая Зеландия, Япония, Индонезия, это касается всех. Не только в Японии было землетрясение и вулканы извергаются, но да, в Японии их довольно много. Поскольку Япония настолько сейсмоактивная страна, даже японские школьники понимают механизм происхождения землетрясений и что нужно делать, если оно произошло. Я, к сожалению, многое из этого не знала до переезда в Японию, и поэтому я надеюсь, что информация, которую я сегодня вам расскажу, будет вам тоже новой и полезной. И Япония, поскольку лежит на 4 плитах, если посмотреть картинку, как это выглядит сверху, вот это Япония. Япония лежит в месте, где сходится евразийская плита, североамериканская плита, тихоокеанская плита и филиппинская плита. И если вы посмотрите поближе, то видно, что как минимум 3 вот эти плиты сходятся там, где Токио находится. В самом центре Японии. И даже более того, если посмотреть еще ближе, там находится Фуджи, вулкан Фуджи, Фудзисан, Фудзияма. И это не просто разлом плит, а одна плита залазит под другую плиту. Из-за этого получается трение, из-за чего скапливается энергия между этими плитами. Если очень просто это все объяснять, как это рассказывают в японских школах деткам. Поэтому я так это и запомнила, что одна плита под другой трется, и иногда бывает такое, что она вот так вот брыкается, и это вызывает землетрясение или цунами, если это происходило там, где океан.
Японские ученые сейчас не только понимают механизм происхождения землетрясений, но и то, как землетрясения себя ведут перед тем, как происходит большое землетрясение. И именно поэтому то землетрясение в Миязаки, которое было недавно, считают, что может быть знаком того, что нас ждет большое землетрясение, о котором японцы уже очень давно говорят. Это совершенно не новость для японцев, что в этой части Японии ожидается большое землетрясение. И вот этот разлом называют Нанкай Торафу, и сохранились древние письма и картины, по которым японцы просчитали, сколько раз до этого и когда уже было большое землетрясение в этом регионе. На данный момент японцы знают, что в том регионе каждые 100-150 лет происходит большое землетрясение Нанкай. Допустим, сейчас есть данные, что было землетрясение в 684 году магнитудой 8.3, в 887 году магнитудой 8.3, в 1096 году, в 1099 году, в 1361 году, в 1498 году, в 1605 году, в 1707 году, в 1754 году, в 1944 году и в 1946 году было, получается, последнее. Поэтому сейчас еще даже 100 лет не прошло. И думаю, вы заметили, что последних землетрясений было 2, в 1944 году и в 1946 году, в разнице в 2 года, потому что вот эта часть Японии, где проходит раскол плит под названием Нанкай, считается, что эта часть это не просто как бумажечка, которая вот так вот поднимается, образует землетрясение, а она еще и при этом разделена на 2 части, то есть вот такая. И землетрясение может произойти в одной части этого разлома, или в другой части этого разлома, или одновременно 2, то есть как это будет самое мощное землетрясение, если оно произойдет одновременно. И Миязаки, где недавно было большое землетрясение магнитудой 7.1, находится очень близко к этому разлому Нанкай, и это может быть знаком, что большое землетрясение приближается. И никто не может точно сказать, это знак или это не знак. Японские ученые сейчас проводят разные аналитику разную, проверяют, сколько землетрясений маленьких после этого большого землетрясения произошло, потому что обычно не заканчивается землетрясение на одном большом землетрясении, после этого идут более мелкие толчки, и если они постепенно усиливаются, то это может быть знак приближения еще большего землетрясения. Но опять же, никто точно дату или год даже не скажет. Еще даже 100 лет не прошло с того большого землетрясения в 1946 году, поэтому, по идее, еще рановато, если мы берем в расчет, что до этого землетрясения были каждые 100-150 лет. Намного проще сказать, ой, будет конец света, мы ничего не можем с этим сделать, но поскольку это научные данные, японцы очень реалистично подходят к этому риску и подготавливаются уже сейчас, чтобы минимализировать какие-то потери и ущерб, который может принести это большое землетрясение. Первое, что нужно знать, это находитесь ли вы в зоне риска. Есть карта, где показывается, какие префектуры Японии будут больше всего под воздействием землетрясения. Самая опасная зона – это вот эта центральная часть Японии, которая находится ближе всего к разлому Нанкай. Самые большие разрушения ожидаются в этом регионе не только потому, что он ближе к разлому Нанкай и там, скорее всего, будет сильнее землетрясение, но и потому, что все эти префектуры выходят к морю, и, скорее всего, там будет большое цунами. Насчет ожидаемой силы землетрясения зависит от того, очаг землетрясения будет ближе к югу или к западу. Если очаг будет ближе к западу, то тогда будет сильнее землетрясение там, где Осака, Киото. В Осака ожидается 6 слабое, в Киото 5 сильное или даже 6. В Токио ожидается 5 сильное. Если землетрясение будет ближе к югу, то тогда в Токио землетрясение будет всего лишь 3 балла, не будет чувствоваться практически. В Осака оно может быть сильное 6 или даже 7, в Киото сильное 5 или 6. На южной части Японии, где остров Кюшю, где мы сейчас находимся, в Миязаки может быть самое сильное землетрясение 7 баллов, а где мы находимся, Фукуока, оно может быть 5 слабое. В этом плане Токио и Фукуока есть шанс, что это землетрясение большое не заденет, но также есть шанс 50%, что или в Токио, или в Фукуока будет землетрясение где-то 5 баллов слабое. И если вы не живете в очень старом доме, то тогда все должно быть хорошо. И также
Цунами, к счастью, Токио и Фукуоку тоже сильно не затрагивает, поскольку они находятся в другой стороне от волны, скажем так. При этом я не говорю, что Токио и Фукуока — это самые безопасные места в Японии, где не бывает землетрясений совершенно. В Японии везде есть свой риск землетрясений. Именно сейчас я рассказываю о риске землетрясения Нанкай, которое считается ожидаемо самое большое в Японии в ближайшие 100 лет. Но также, кроме больших трещин плит, схождения плит, есть также много мелких трещин по всей Японии, которые были образованы, когда эти плиты столкнулись. Именно поэтому в Японии так много разных вулканов, горячих источников и трещин. В самой Японии тоже, не только разломы плит. И в Токио есть большая трещина, которая тоже вызывает землетрясение. И ровно уже 101 год назад было большое землетрясение Канто в 1923 году, когда весь Токио был разрушен, был огромный пожар. И сейчас ожидается, что примерно через 100-120 лет должно быть еще одно такое же большое землетрясение, вот именно под Токио. Что касается Фукуоки, это считается менее сейсмоактивная зона. Также есть вариант, что просто она еще менее изученная, но говорят, что вероятность большого землетрясения больше 6 баллов, здесь где-то 3% и ниже. Что не так уж и много по сравнению с Токио, где вероятность этого землетрясения, которое точно уже изучено, сейчас 80% считается. Второй способ обезопасить себя — это посмотреть Hazard Map, карту риска. И на этой карте обычно показываются разные зоны риска в зависимости от катаклизма. Допустим, если это тайфун, то довольно опасно жить недалеко от реки, поскольку река может разлиться из-за большого количества дождей. И на этой карте показывается, есть ли вероятность, что река, недалеко от которой вы живете, может разлиться и на сколько метров. Поэтому вы знаете, что если есть вероятность, что эта река разольется, допустим, на 5 метров, то лучше эвакуироваться заранее, если ожидается большой тайфун. И это же касается землетрясений тоже. Очень опасно жить недалеко от гор, поскольку из-за землетрясения может быть обвал в горах. И третий способ минимализировать риск землетрясения – это не жить в старых домах, в особенности в домах, которые были построены до 1981 года. И в Японии после 1982 года ввели новые законы по тому, как нужно строить дома сейсмоустойчиво, и чем новее дом, тем более он сейсмоустойчив. Поэтому, конечно, если дом не старше, чем 81 год, то это уже хорошо, но если вы живете в самом новом доме, который построили в прошлом году, то это еще лучше, потому что японцы с каждым годом все более сейсмоустойчивые конструкции применяют в постройке домов, именно потому что ожидается это большое землетрясение, и никто точно не знает, насколько большое оно будет, поэтому японцы стараются строить как можно сейсмоустойчивее все дома. Это касается как высокоэтажных небоскребов, так и маленьких частных домов тоже. Именно поэтому японцы настолько любят новые дома, это и безопаснее, и такой новый дом через 5 лет, например, будет проще продать, он все еще считается новый и сейсмоустойчивый. И иногда я смотрю на то, как сейчас пытаются старые японские дома продать иностранцам, и меня это очень пугает, поскольку люди, кто не разбирается в этой всей японской теме землетрясений, что считается опасным, а что нет, смотрят на японские старые дома где-то в горах, с красивым видом на гору прямо вот у тебя из окна, и этот дом стоит всего лишь $5000, как же дешево, или даже бесплатно. Японцы что, сумасшедшие, отдавать такие классные дома бесплатно, с огромной территорией и даже своей горой. И японцы не зря такие дома отдают бесплатно, потому что их японцам другим не продать. Японцы знают, что это опасно жить в таких старых домах, еще и недалеко от гор, где-то в деревне, куда, скорее всего, не успеют доехать спасатели, если произошло что-то большое. Но не все иностранцы об этом знают. Вы теперь об этом знаете, и я не советую покупать старые или даже бесплатные японские дома где-то, где небезопасная зона. Если вы хотите купить старый японский дом, то проверьте Hazard Map, карту рисков, и также все же лучше не покупать дома, которые старше 81 года.
Это касается живущих в Японии и тех, кто планирует переехать сюда в будущем, но если вы просто хотите попутешествовать по Японии, то можете особо не волноваться, вас, скорее всего, это не коснется. Во-первых, как я сказала ранее, это большое землетрясение Нанкай ожидается каждые 100-150 лет, исходя из истории Японии, а с предыдущего большого землетрясения прошло только 70 с чем-то лет. Поэтому, по идее, еще лет 30 у нас должно быть. Никто, конечно, точно не скажет, когда именно это землетрясение произойдет, но и именно поэтому нельзя точно сказать, насколько большой риск именно сейчас, именно в момент, когда вы приезжаете в Японию. Он минимальный, если вы приезжаете в Японию на месяц всего лишь. Если вы живете здесь годами, то риск растет, конечно. Но если вы приехали в Японию на месяц или даже на полгода, то это не настолько большой риск, если исходить из этого столетнего расчета землетрясений. Если об этом говорить с точки зрения вероятности, а не какая-то бабка сказала, то вероятность попасть в аварию на машине намного выше, чем попасть на землетрясение японское большое, и намного больше вероятность также отхватить солнечный или тепловой удар в Японии летом, чем землетрясение. Я не шучу, тепловой удар в Японии летом — это серьезная вещь, поэтому если вы приехали в Японию летом, пейте как можно больше воды и носите шляпу. Также вы, скорее всего, как турист, будете останавливаться в отелях, а японские отели все спроектированы по очень строгим сейсмоустойчивым стандартам, поэтому вероятность, что отель как-то пострадает от даже большого землетрясения, довольно низкая. Кроме того, отели, офисы и другие учреждения, где собирается много людей, в Японии по закону обязаны хранить много экстренной еды на случай большого землетрясения или тайфуна, когда люди не могут добраться к себе домой. Поэтому если вы находитесь в отеле или в офисе, то большая вероятность, что за вами присмотрят, все будет хорошо, у них есть и еда, и туалеты переносные, если вдруг вода отключилась, и так далее. Это скорее самое безопасное место в Японии, отель или офис. Если вы живете в Японии, то советуют иметь запас еды примерно на 3 дня, и в магазинах продается много разных вариантов экстренной еды, которая хранится несколько лет и не портится. Главный риск для туриста, если он попал на землетрясение, это то, что многие поезда могут встать, потому что когда происходят большие землетрясения, для безопасности поезда перестают ходить, и скоростные поезда тоже. Допустим, вот недавно, когда было землетрясение в Миязаки, скоростные поезда перестали ходить, и даже когда их возобновили, они ходили со скоростью, как обычные поезда, а не скоростные. Большие землетрясения магнитудой более 7 баллов, как недавно было в Миязаки, часто приходят парами, то есть возрастает вероятность, что придет еще одно большое землетрясение через какое-то короткое время. И именно поэтому неделя после землетрясения в Миязаки считалась опасной, и поезда не ходили на той скорости, на которой обычно ходят. Сейчас уже все поезда на острове Кюсю и по всей Японии ходят нормально, по обычному расписанию и с обычной быстрой скоростью, потому что риск уже спал, статистически, скажем так. Поэтому, как вывод, если вы собираетесь в Японию как турист поехать, то волноваться о землетрясении — это примерно то же самое, что и волноваться каждый раз, садясь в такси. Но если вы переезжаете в Японию именно жить, и вы собираетесь жить здесь долгое время, 20, 30 или 100 лет, то вероятность застать большое землетрясение намного выше в таком случае, и нужно знать, где вы живете, в безопасной зоне или нет, и в безопасном доме или нет. Это самое главное. Надеюсь, что вам было полезно это видео. Если у вас остались вопросы, жду ваших комментариев. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!